друзья, меня зовут Аня Куцеволова. Сегодня я отвечу на самый распространенный вопрос: какую скорость на блоке ставить? Все, да, задавали себе этот вопрос, все вы знаете, что, уже должны знать, уже все мастера на этот вопрос поотвечали, да и вообще, в принципе, информации много доступной. Нет единой правильной скорости на блоке. Почему? Потому что у нас у всех разные блоки, как минимум. Это один. Второй момент. У нас у всех разные аппараты. Это второй момент, да? Два. И третий момент. У нас у всех разные руки. То есть темперамент мастера, темперамент того или иного человека разный. Скорость штриха у всех разная. Это третий. И есть еще один четвертый момент. Мы все работаем в разных техниках. То есть техническое исполнение той или иной работы отличается. Штрих, направление штриха, скорость штриха. То есть это все играет большую роль. Нет такого понятия, как правильная скорость на блоке. Я думаю, что все уже это поняли. Но, в общем-то, если вам хочется подстроить свой аппарат под себя, под свою руку, я вам могу помочь. Мы берем блок Critical, аппарат Bishop Von Shader. На основе этих технических составляющих я буду показывать. Я поставила скорость 5,5 на блоке. И что нам нужно? Нам нужно сделать штрих длиной в 1 см с привычной вашей скоростью, в которой вам комфортно работать, и посмотреть, сколько пикселей остается на латексе. Делаем штрих с той скоростью, с которой вы обычно штрихуете. Останавливаем машинку и считаем пиксели. 1, 2, 3, 4, 5. 5 пикселей. Это очень мало, очень плохо. Если вы будете так работать, во-первых, вы травмируете сильно кожу, во-вторых, у вас ничего не останется. Для моей скорости это мало. Для того, чтобы на такой скорости на блоке работать хорошо, мы должны вот с такой скоростью двигать рукой. Чтобы количество пикселей было больше 10. Вот с такой скоростью нормально. Но я не привыкла так работать, поэтому я поднимаю для себя скорость до 8. 8,0 на блоке. И пробуем. Смотрим на качество точек. Идеальное количество точек отличное, около 10. Их может быть от 8 до 12. В принципе, не обязательно одинаковое количество. Расстояние между пикселем должно быть примерно 1 мм. То есть на 1 см у нас примерно 10 точек с расстоянием 1 мм. Тогда вы будете штриховать, и у вас будет хорошая россыпь точек. Если у вас будет скорость больше, а скорость вашей руки медленнее, у вас получится полосатый штрих. Что это значит? Полосатые брови, они будут выглядеть вот так. То есть у вас штрих получается не из серии точек, а из линий, где количество пикселей очень-очень большое, и получится полоски. Это не очень хорошо, поэтому если вы все-таки штрихуете медленнее, то я рекомендую вам опустить скорость, например, на 6,5, и тогда с этой скоростью у вас будет нормальное количество пикселей в 1 см. Вот и все. Если вам нужно подстроить скорость под технический штрих другого плана, допустим, туда-обратно, смотрите, я буду сейчас штриховать туда-обратно. То есть под таким штрихом я работаю уже более медленно, то есть движение моей руки более медленное, и, соответственно, скорость тоже должна быть мелкая. Если я поставлю скорость 8, как я ставила для штриха на себя, то у меня вот что будет. Полосатый штрих получится. Я не смогу штриховать таким образом с такой скоростью. Если я поставлю на 6, то у меня получится хороший штрих и правильное количество точек на 1 см. Поэтому не нужно спрашивать у мастеров, а какую скорость на блоке ставить. Нужно включить голову, подумать, проанализировать и подстроить свой аппарат, свой блок под свою скорость руки. Всем пока!